Всем привет! Сегодня у нас уже 23-й день. Я наконец-то выздоровел. Сейчас у нас на часах, я вам скажу сколько времени, 4 утра. Я себе сделал, ну как сделал, перенес креслице, точнее матрас перенес с кресла. И теперь сплю на полу, потому что я люблю потверже. И я так могу нормально спать. Как самураи, индейцы спали. Еще я вот смотрите, что добавил. Сейчас вам покажу. Так, прошу вас, у меня вот листочек висит, я его повесил себе. И смотрите, что я добавил. Внизу два последних пункта. Я добавил гитару 30 минут и больше для души. Мне понравилось играть. И английский язык 30 минут добавил. Вот такие вот добавления. Теперь английский мне и для работы нужен будет. Ну и вообще английский это и второй язык. Это вообще отлично. Прям то, что надо. А гитара это музыка, она развивает оба полушария. Отлично. Так что вам будет даже интереснее за мной теперь следить. Ну, теперь приступим. Как всегда, мы начинаем с Библии. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Так, вот я закончил чтение Библии. Теперь я перехожу к программированию. 30 минут или более. Each rows equals will have a cell value for the row. And since Теперь я перехожу к своей тренировке. 150 скручиваний, планка и боксирование. Начал я вчера на радостях играть и через там часик буквально начал тут крутить первую струну, потому что мне звук не сильно нравился. И она порвалась. Поэтому я купил сегодня две первые струны, ножик, и сейчас сделаю замену. Все, струну я заменил. Боялся, конечно, что она опять порвется, поэтому я на всякий случай две купил. Потом начал уже смотреть, как настроить звук, потому что я слышу то, что он какой-то не очень. Я скачал себе приложение, там какой-то гитар, что-то такое. И там ложишь так телефон, бранчишь разными нотами и просто подтягиваешь или ослабляешь. И все, я ее уже настроил. И сейчас учу такую мелодию. Может, кто-то узнает откуда. Так, теперь мы переходим с моим новым растением. Оно не живое, но симпатичное. К проработке дикции с макаронами и карандашом. Он именно грезил, ибо осаждали его не столько мысли, а проходивший через весь его дом, из конца в конец. Так, теперь давайте зайдем в книгу, которую я скачал, чтобы учить английский. Мне ее посоветовал мой папа. Написал ее И.А. Гивенталь. Называется книжка «Как это сказать по-английски». И начала издаваться она в 2003 году. И тут у нас написано: пора бы нам всем уже заговорить по-английски. То есть книга рассчитана на то, чтобы за несколько месяцев уже освоить базовый разговорный язык, а не много лет учить в школе, например, или в институте английский, но уметь только его понимать, а не разговаривать. Тут именно все сделано так, чтобы можно было заговорить. Упражнения на это и уроки на это именно делают акцент. И теперь мы можем посмотреть, как надо по этой книжке заниматься. Первое — это там разобраться в теоретическом материале и так дальше. И вот мы переходим к первому уроку, и я должен разобраться в теоретическом материале. То есть я должен выучить слова и всю теорию подучить. Ну и таким образом я буду учить английский язык, делая акцент именно на разговорном английском языке.
И вы каждый видеоролик сможете следить за моим прогрессом. А теперь я перехожу к своему первому уроку. И после этого этот видеоролик уже подойдет к концу. Обычно, usually, каждый день, every day, дважды в неделю, twice a week. Вопрос задается при помощи вспомогательного глагола do, в третьем лице единственного числа вспомогательный глагол does.